привет, с вами Гео. Представьте себе, что вы заразились хронической болезнью. Болезнью, которая сама не проходит. Она длится десятки лет, а в конце вас ждет ужасный конец. Мучительная смерть, когда тело фактически гниет заживо. Но это еще не все. Теперь нужно представить, что живете вы в депрессивном регионе огромной страны. Почти что в самой заднице мира, где даже больниц толком нет. И людей лечат в лучшем случае фельдшеры или какие-нибудь бабки-знахарки. Короче, ваши шансы помереть в жутких мучениях равны практически 100%. Но тут происходит чудо. В вашу фермерскую деревню внезапно приезжают ученые из одного из лучших в стране медицинских центров. И приезжают не просто так, они набирают пациентов для бесплатного лечения именно от вашей болезни. Подчеркиваю, бесплатно. Это огромный плюс, так как у вас, понятное дело, денег хватает еле-еле на кусок хлеба. И тут просто так совпало, что ученым вот прямо сейчас надо испытать какую-то экспериментальную технологию. Причем они готовы не просто лечить бесплатно, но даже кормить и немного приплачивать сверху. Звучит все слишком шикарно. Есть ли тут какие-то подводные камни? Никаких. Только одно условие, чтобы в процессе лечения вы не обращались к другим медикам. Мол, это испортит чистоту процесса. Ну, это ж фигня. Ведь у вас тут, по сути, и врачей-то нет. Так что условия можно и потерпеть. Вы записываетесь добровольцем на эксперимент, как и сотни ваших соседей. Поначалу все идет круто. У вас регулярно берут анализы, делают какие-то уколы. Проблема только одна – результатов не видно. Впрочем, может так и задумано, это ж экспериментальное лечение. Ну, и вам по-прежнему продолжают платить деньги. Так что все окей. Так проходят десятилетия. Да, не шучу. Вы все болеете, вам все хуже, и прошло уже 10 лет. А потом 20. Ваши знакомые по эксперименту начинают умирать. Короче, все как-то подозрительно. А потом случается просто вынос мозга. В газетах одна за другой начинают появляться публикации секретных документов этих ваших экспериментов. И оказывается то, что никакого лечения не было вообще. Все эти десятки лет. А вы с друзьями были просто типа подопытных кроликов, на которых изучали, как ведет себя болезнь, если ее не лечить. Более того, ученые еще и специально старались сделать все, чтобы вы вообще нигде не могли бы получить никакой медицинской помощи. Ну что, представили? Согласитесь, ужас просто. Так вот, все это было в реальности. Я вам сегодня расскажу об эксперименте Таскиги, который длился 40 лет. И не где-нибудь, а в США. Он шел с 1932 по 1972 год в штате Алабама, где вот таким вот извращенским способом изучали сифилис. Исследование проходило в городе Таскиги, отсюда и название. Ну а подопытным выступили местные чернокожие, которых заманивали обещанием бесплатного лечения и горячего обеда. Когда все это вскрылось, скандал был грандиозный. В 1997 году президент Билл Клинтон даже принес публичные извинения за те события. В общем, сегодня я хочу рассказать про эту во всех смыслах черную страницу в истории США. Кто вообще это придумал? Как эксперимент скрывали 40 лет и был ли кто-то наказан. Эта история началась в 1972 году и сперва была похожа на остросюжетно-шпионский фильм. Тогда в Майами проходил съезд Демократической партии, где выбирали будущих кандидатов для президентских выборов. Это важное событие в политической жизни США, поэтому туда приехали журналисты всех крупнейших изданий. В том числе и Джин Хеллер, репортер из отдела расследований Associated Press. Она ничего особо не делала, ходила туда-сюда, наблюдала, как политики друг друга поливают говном, а потом неожиданно заметила там свою подругу Юджит Ледерер. Неожиданно, потому что ее здесь быть не должно. Юджит тоже была журналисткой, но сюда, в Майами, никто не отправлял. Странно. Но потом стало еще страннее. Юджит сказала, что приехала специально, чтобы встретиться с Джин, и что у нее есть знакомый медик из Калифорнии по имени Питер Бакстон.
И вот этот Бакстон раскопал невероятную сенсацию. Типа, американское правительство в Алабаме много лет проводит эксперименты над людьми в стиле доктора Менгеля. И об этом надо срочно сделать материал. Почему Юджин Ледерер сама не может этого сделать? Потому что она работает в новостях. Полноценное журналистское расследование ей не потянуть. В общем, подруга, вот те папки с документами, удачи. Надо сказать, Джин Хеллер не сразу придала внимание этой истории. Она и так находилась на одном из самых важных событий этого года, так что она просто сунула папку в портфель и вернулась к работе. Вспомнили о бумагах Бэкстона только через 3 дня, когда съезд закончился, и усталая команда летела в Вашингтон. В самолете начальник Джина решил полистать папочку, и чем дальше он листал, тем больше менялся в лице. Дочитав, он произнес: «Когда мы сядем в Вашингтоне, я хочу, чтобы ты бросила все и занялась только этим». А все потому, что перед ним реально была сенсация. Что вот уже 40 лет, начиная с 1932 года, Служба общественного здравоохранения США занимается весьма интересным делом. В округе Мейкон, штат Алабама, проводятся некие эксперименты над больными сифилисом чернокожими фермерами. Причем эксперименты ставятся без их согласия, а тех жителей, кто пытается покинуть округ, отлавливают и возвращают. И это не прикол. В отчете были описаны 10 случаев, когда на пациентов устраивались настоящие облавы. Все это доктор Бакстон написал очень красочно, с большим количеством отсылок на эксперименты Третьего Рейха и указанием, на сколько лет за подобные исследования должны были уехать врачи по результатам Нюрнбергского трибунала. А все потому, что Питер Бакстон был евреем, и его эта история задела за живое. В общем, история огонь. Журналисты Associated Press принялись за работу. Благо, копать долго им не пришлось. А все потому, что, внезапно, эксперимент Таскиги не был секретным. Ага, прикиньте, в газетах о нем, конечно, не писали, но не было никаких сумрачных агентов ФБР, которые пытались бы скрывать от народа правду. Статьи об исследовании спокойно себе печатались в научных журналах по венерологии. Ну, тех самых, которые читают 3,5 человека. Так вот, там очень внимательно следили за ходом эксперимента, или, как его называли официально, исследование последствий нелеченного сифилиса у негритянских мужчин в Таскиге. Там авторов статей интересовали сугубо медицинские результаты. Моральная сторона вопроса их вообще не волновала. Так вот, Джинни Хеллер, по сути, не пришлось ничего особенно выискивать. Она пошла в библиотеку округа Колумбия, обложилась медицинскими журналами за последние 40 лет и начала читать. В общем, Джин так поработала несколько дней, и картина, честно говоря, вырисовывалась своеобразная. Парадоксально, но тут мы видим ситуацию, когда дорога в ад реально оказалась выложена благими намерениями, потому что все начиналось с благотворительности. С 1917 года на американском юге действовал фонд Юлиуса Розенвальда. Это был такой миллионер еврейского происхождения, который часть своих денег решил направить на помощь евреям и чернокожим. Фонд открывал школы и больницы по всему югу. Короче, хорошая полезная организация. И вот он в 1928 году, этот фонд, заказал исследование заболеваемости сифилисом среди чернокожих. Сначала ученые в течение года изучили ситуацию в нескольких южных штатах и наткнулись на удивительную аномалию. В среднем статистика заболеваемости сифилисом по США была такая: 4 больных на 1000 человек населения, что по тем временам в принципе нормально. При этом у афроамериканцев уровень заболеваемости был больше почти вдвое. В среднем 7 человек на 1000. Уже многовато. Но и это еще не все. В том самом округе Мейкон в Алабаме исследование дало результат. Приготовьтесь, 360 больных на 1000. То есть 36%. Каждый третий черный житель Мейкона болел сифилисом. Потом, правда, оказалось, что подсчеты были слегка кривые. И на самом деле болело людей меньше, типа всего 20%. Ага, всего. В общем, это масштаб эпидемии. Так что давайте поближе посмотрим, что это было за место. Округ Мейкон. В 1930-е годы это было очень недружелюбное место. Он входил в так называемый черный пояс США. Население Мейкона даже в наше время на 85% состоит из чернокожих, а в 30-е почти все жители поголовно были черными.
А еще они были лишены всяческих прав. Это ж был Юг, бывший рабовладельческий край. К тому времени прошло уже больше 70 лет со времен отмены рабства. Но судьбу чернокожего населения это не сильно улучшило. Я сейчас не хочу на этом останавливаться подробно, но в целом бывшие плантаторы сумели вернуть себе власть в Южных Штатах. Рабство они вернуть, конечно, не могли, но зато очень быстро лишили чернокожих гражданских прав. В Алабаме по Конституции 1901 года были введены избирательные цензы, согласно которым голосовать могли только грамотные и те, кто платил довольно высокий налог. Надо сказать, что этот закон дискриминировал не только чернокожих, но и белых бедняков. Но в первую очередь от него, конечно же, пострадали бывшие рабы. К 30-м годам из 700 тысяч чернокожих жителей голосовать на выборах могли только 3000. Но это еще полбеды. Куда больше проблем было не с правами, а с деньгами. Алабама – это аграрный штат. И после отмены рабства там получилась весьма интересная картина. Чернокожие получили личную свободу, но не получили землю. Она вся осталась в руках белых плантаторов. Если что, даже в России после отмены крепостного права ситуация для крестьян была лучше. Они какую-никакую землю все-таки получили. А вот черные американского юга получили шиш с маслом. Им пришлось стать так называемыми издольщиками, то есть они арендовали землю у своих бывших хозяев, а в качестве платы отдавали часть урожая. Понятное дело, что условия аренды там были далеко не в пользу фермеров. Ну и я думаю, не стоит пояснять про прочие радости жизни. В теории в Алабаме существовали больницы и школы для черных. Этого требовали федеральные законы. Но и школы, и больницы, и даже вагоны поездов на законодательном уровне были разные для черных и белых. А поскольку во всех органах власти сидели исключительно белые, то и финансирование для черных шло по остаточному принципу. Для сравнения, на 1932 год школам для белых выделялось по $65 на ученика в год, а школам для черных только $7. А тот самый Мейкон был задницей мира даже на фоне всей остальной Алабамы. Жители там были нищие, даже по сравнению с другими нищими. Абсолютное большинство из них было неграмотными. Так, с условиями жизни разобрались. Теперь давайте про сифилис. Это вообще одна из главных болезней того времени. Но нельзя сказать, что она была абсолютно неизлечимой. Ну то есть в какой-то степени лечить в кавычках сифилис умели еще века 16-го. Всякими притирками и вдыханиями паров ртути. Ртуть действительно способна убивать возбудители болезни, бледную спирохету, но побочки от вдыхания ртути или втирания ртутных мазей в язвы, они могли быть еще хуже самого сифилиса. Настолько хуже, что большинство больных умирало от лечения, а не от заразы. А если уменьшать дозы ртути до относительно безвредной, то лекарство вообще переставало работать. В веке в 19-м научились делать таблетки на основе ртути. Это было намного более эффективно. В Советском Союзе, например, такие таблетки оставались в официальных протоколах лечения аж до 1963 года. Но вообще самый крупный прорыв случился в начале 20 века. Немецкий врач Пауль Эрлих из знаменитой сейчас клиники Шарите изобрел сальварсан, весьма эффективное лекарство от сифилиса, которое заложило основы химиотерапии, а в 40-е массово стал применяться пенициллин, и сифилис перестал быть угрозой. Но до этого мы еще дойдем. Наших черных фермеров из Тоскиги все эти чудеса науки особо не касались. Современные лекарства были банально не по карману большинству из них. Там предпочитали пользоваться старыми народными методами, травяными настойками и пилюлями на основе ртути. Этот ролик глобально не про сифилис, но для понимания дальнейших событий нужно знать одну вещь. И именно что развитие сифилиса делится на 4 этапа. Первый этап хорошо заметен. У больного появляются язвочки в паху, на губах, языке. Через 6-10 недель начинается то, что врачи называют вторичный сифилис. Человеку резко становится плохо. Жар, головная боль. Обычно большинство пациентов как раз на этой стадии впервые обращаются к врачу. А теперь внимание, важный момент. Вторая стадия всегда заканчивается тем, что сифилис как бы проходит. То есть человек перестает ощущать его симптомы. Жар исчезает, язвочки затягиваются. Человек чувствует себя полностью здоровым. Такое облегчение происходит всегда, даже если сифилис вообще не лечить.
Почему? А потому что начинается третья стадия. Микроб уходит внутрь организма, и очень долго он может себя никак не проявлять. При этом человек болен. Он может заражать других во время занятия сексом без защиты. И это может продолжаться десятилетиями. За это время сифилис внутри его тела медленно поражает все органы. И потом начинается третичный сифилис. И это полная жесть. Организм человека начинает буквально рассыпаться и разлагаться заживо. На теле возникают мерзкие волдыри, разлагаются кости и хрящи. Может отвалиться нос. Короче, мерзость. То есть стандартное заболевание сифилисом идет как бы по синусоиде. Сначала человеку несколько месяцев плохо, потом он типа выздоравливает и может очень долгое время считать себя полностью здоровым. А потом наступает резкое ухудшение, смерть от анафилактического шока. И вот оказалось, что сифилис по Мейкону ходит как простуда в детском саду. И понятно почему. Секс-просвета тогда в принципе не существовало. Мало кто знал даже про банальные презервативы. Ну и сифилис передается не только половым путем, но и бытовым, через контакт слизистых. Например, когда ты спишь в грязной постели, где до тебя уже спал больной. А антисанитария в домах черных была, понятно, страшная. Добавим сюда отсутствие больниц и медицинской страховки и получим идеальную базу для практически любой эпидемии. Надеюсь, картинка начинает вырисовываться. Едем дальше. Еще одним важным фактором будущего эксперимента стало наличие здесь уникального заведения – университета Таскиги. Появился он интересным образом. В тот момент, когда бывшие рабовладельцы начали потихоньку возвращать себе власть, местные черные активисты заключили с ними соглашение. Мол, черная община округа не будет протестовать против того, что белое меньшинство будет тут все контролировать. Но взамен власти штата Алабама профинансируют создание высшего учебного заведения для чернокожих. Причем по нормальному, по принятым в США стандартам для колледжей. Удивительно, но соглашение было исполнено. В городе Таскиги появился университет, а его финансирование было защищено законом. Вот так, в самом бесправном округе получился самый лучший универ для черных. Конечно, тут вам далеко не Гарвард по уровню, это было что-то типа провинциального российского вуза. Но для черного пояса и такие заведения были на вес золота. Ну, по иронии судьбы, именно университет Таскиги, который изначально строился для улучшения положения чернокожих, станет базой одного из самых бесчеловечных экспериментов над теми же чернокожими. Да, еще один интересный момент. Для исследования специально брали только чернокожих, потому что тогда считали, что у разных рас заболевание протекает по-разному. Так уж повелось, что любые медицинские эксперименты начала 20 века должны были иметь под собой некий расистский компонент. Например, было исследование, что якобы у чернокожих по сравнению с белыми недоразвит мозг, зато вместо мозга слишком развиты гениталии. Ну то есть у черных пиписька длиннее, потому что они тупее. Я даже не буду говорить, что с точки зрения современных данных это полный бред. Меня больше интересует, кто вообще додумался сравнивать эти показатели. Что за больной ублюдок с маленьким прибором? И это был не единичный случай. Медицинские журналы всерьез писали, что при рабстве сифилис на юге был практически неизвестен, потому что за нравственностью рабов следили плантаторы. А вот когда черных освободили, то они дали волю своим инстинктам, и понеслось. Здравствуйте. Вы верите в Бога? Пригласите меня в дом, и я вам расскажу. Вы с ума сошли? 12 часов ночи. Стойте! Хорошо. А в гороскопы? Пригласите меня в дом, и тогда каждый овен в этом городе... Я не верю в астрологию. Мой знак — лев, а львы по природе — скептики. Короче, я вампир-неудачник. Видите? И мне нужно, чтобы вы меня впустили и накормили, иначе я умру с голода. О, я как раз решаю, какого вампира выбрать в Miss of Moonrise. Это что? Ну ты чего? Miss of Moonrise — это крутейшая игра жанра матч 3 стратегия, где вампиры, оборотни и волшебники сражаются против демонов. Вампиры и оборотни? В одной команде? Так в этом и фишка игры. Она рушит каноны в пользу веселья. Современная графика,
увлекательный геймплей, сотни способностей и стратегий. Регулярно выходит новый контент, и прямо сейчас проходит первый юбилейный карнавал с кучей новинок, включая Dusk Palace скины. Ты, кстати, томатный сок пьешь? Да. Тогда погнали. У меня как раз есть промокод. Он действует и для новичков, и для бывалых. Ссылка на Miss of Moonrise будет в описании? Да, все верно. Проходи. Чернокожих по определению считали более похотливыми, чем белых. Как писал вполне академический журнал Американской медицинской ассоциации, нет ни одного негра старше 14 лет, который был бы девственником. Или вот еще, черные от природы склонны к различным сексуальным извращениям. Как думаете, что тут подразумевалось под извращениями? Межрасовый секс. Типа, если черный хочет белую тяночку, это значит, он ненормальный, и надо бы его лечить. Кстати, а если белый господин переспит с чернокожей, то это всего лишь невинная причина благородного джентльмена. Ничего такого. В общем, я это к тому, что половая безнравственность черных считалась чуть ли не научным фактом. А почему-то версия о том, что распространенность заболеваний связана банально с тем, что на чернокожих всем плевать, и они не получают нормальной медицинской помощи, никем особо не рассматривалась. Но это было полбеды. Существовала и другая гипотеза. Врачи считали, что лечение венерических заболеваний у черных вообще не нужно, потому что невозможно. Типа, их физиология очень сильно отличается от физиологии белых, и стандартные лекарства тут помогать просто не будут. Ну и тем более, зачем лечить, если симптомы сами проходят на второй стадии? Короче, самый настоящий махровый расизм. А знаете, в чем прикол? Что эксперимент Тоскиги задумывали как антирасистский. Планировалось доказать, что черные и белые болеют сифилисом одинаково. Да, изначально концепция состояла в том, чтобы взять несколько сотен больных на разных стадиях и изучить, как сифилис развивается в их организмах. Планировалось, что эксперимент продлится максимум год-полтора, а потом всех подопытных вылечат. Короче, это было бы такое классическое медицинское исследование. И если бы оно прошло так, как и задумывалось, то сейчас его изучали бы разве что, не знаю, студенты-медики, и никакого жуткого трэша не случилось бы. Но понятно, что нормально дело не пошло. Первый этап начался в 1928 году, а в 1929 на бирже в Нью-Йорке кое-что произошло. Если точнее, то черный вторник, который обвалил акции и запустил Великую депрессию. Зацепило абсолютно всех, в том числе и фонд Розенвальда, на чьи деньги проводилось исследование в Тоскиге, потому что, как и большинство американских благотворительных организаций, финансировался он через акции. Все деньги хранились в ценных бумагах, и проекты спонсировались на дивиденды. А тут все акции внезапно превратились в туалетную бумагу, и деньги кончились. Так прошло 3 года. А затем в 1932 в нашей истории появляется главный герой. Или скорее антигерой, доктор Тальеферро Кларк. Респектабельный южный джентльмен из штата Вирджиния, занимавший должность старшего статистика в службе общественного здравоохранения. Главный специалист по санитарным условиям в сельской местности. Кларка очень заинтересовал проект исследования в Тоскиге. Вот что он сам об этом говорил. Исследование выявило наличие необычно высокого уровня заболеваемости сифилисом в округе. Еще более примечателен тот факт, что 99% зараженных там не получали никакого лечения. Это дает беспрецедентную возможность для научного исследования. Исследование, которое, вероятно, не сможет быть продублировано нигде в мире. В общем, Кларк прям загорелся идеей провернуть самое масштабное исследование сифилиса в мире. Но была одна проблема – Великая депрессия. Денег по-прежнему было мало у всех. Но Кларк был тот еще схематозник, поэтому предложил просто сделать эксперимент дешевле. Как? Очень просто. Отказаться от самой дорогой процедуры, а именно лечения заболевших. Ну то есть вот перед нами тот самый человек, благодаря которому стандартное исследование превратилось в концлагерь на минималках. Но на самом деле доктор Кларк не был первым. Сам он ссылался на опыт подобного эксперимента в Норвегии, а там в конце 19 века жил-был врач Цезарь Бек,
который тоже занимался изучением сифилиса. И у него была одна интересная мысль. А что если ртуть наносит пациенту больше вреда, чем сама болезнь? Может, всем будет лучше, если ее вообще не лечить? Бек отобрал 2000 пациентов с первичной формой сифилиса и положил в больницу, якобы для лечения, на целый год. А в реальности он выпускал их оттуда в тот момент, когда первая стадия заканчивалась, и 10 лет наблюдал, как развивается сифилис в их телах. В результате получилось достаточно образцовое исследование. У Бека не получилось ответить на вопрос, что полезнее, лечение ртутью или никакого лечения. Но важно тут другое. Доктора за такой эксперимент никто не отстранил от работы и не осудил. Во врачебном мире его метод, в общем-то, признали. Так что Кларк исходил из того, что если у норвежских коллег все получилось, удалось собрать уникальные данные и никто не сел в тюрьму, то почему бы не сделать что-то похожее в Алабаме? Тем более, что Бек работал с белыми норвежцами, и ему все сошло с рук. А тут какие-то черные безграмотные фермеры. В общем, Кларк не без причины предполагал, что ему ничего за это не будет. И на самом деле, с точки зрения закона, он действительно был чист. Единственное, что ему нужно было сделать, это получить подпись пациентов, что они участвуют в эксперименте добровольно. Типа, подписал бумагу и все. Теперь твоя жизнь в руках медиков. А посвящать тебя в детали исследования никто не обязан. Повторю еще раз. Весь тот трындец, о котором я буду говорить дальше, был полностью легален с точки зрения тогдашних американских законов. Более того, именно эксперимент Таскиги и стал той причиной, благодаря которой эти законы в конце концов исправили. В общем, доктор Кларк взялся за дело. Сначала ему нужны были добровольцы. В сентябре 1932 года в Таскиге был отправлен помощник Кларка, доктор Раймонд Вондерлер. Изначально план был набрать 600 человек. Для опытов нужны были чернокожие мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Всех пациентов должны были проверить на сифилис. Рентген, взятие спинномозговой пункции и все дела. Но возникла проблема. После объявления набора добровольцев никто не пришел. Но сами посудите, как это выглядело с точки зрения местных жителей. Приехали какие-то правительственные врачи, проводят обследование мужчин, годных к мобилизации. Ну их нафиг, на всякий случай не пойду. Тогда Вонделер изменил стратегию. На его объявлениях появились слова, что вы типа уже больны и что вам полагается бесплатное лечение. Получилась целая рекламная кампания. Листовки специально написали с использованием местного жаргона. Например, там не было ничего про сифилис. Вместо этого лечить предлагали некую дурную кровь. Звучало это примерно так. «Йоу, чувак, у тебя дурная кровь. Сходи к доктору Кларку, он поможет». Типичное письмо выглядело так. Ты проходил медосмотр? У тебя обнаружили дурную кровь? Твой последний шанс – наша клиника. Ты пройдешь очень особенное исследование, а потом тебе будет оказана честь пройти новейшее лечение от дурной крови. Помни, это твой последний шанс получить бесплатное лечение. Немедленно свяжитесь с медсестрой. В общем, исследователи знали, на что давить. После этого в университет Таскиги люди потекли толпами. И что они там встречали? По предыдущему рассказу вам могло показаться, возможно, что там должны были быть, палаты в стиле доктора Менгеля и безжалостные белые врачи в кровавых фартуках. Но нет, на самом деле всех добровольцев принимала чернокожая медсестра. Ее звали Юнис Риверс, и она была лицом проекта все 40 лет его существования. Я про это говорю еще и потому, что она не просто светила лицом, но и непосредственно принимала участие во всех процедурах и даже вскрытии. То есть она с самого начала знала о сути эксперимента и что на самом деле тут никого не лечат. Вообще большинство санитаров, которые непосредственно работали с подопытными, были чернокожими, из клиники того же университета Таскиги. Поэтому местные доверяли им без особых проблем, тем более, что им предлагали бесплатный проезд и горячее питание, а также оплата похорон. Ага, если пациент подписывал согласие на вскрытие, то его семья получала $50 гробовых, то есть примерно $500 на наши деньги. Вы сейчас можете сказать такие: что? Как даже оплата похорон никого не насторожила? Но на самом деле это для нас звучит мрачновато и подозрительно. Но не для чернокожих американского юга. Там похороны традиционно занимают важное место в культуре. И далеко не самое дешевое.
Так что обещание оплатить этот ритуал только увеличили количество желающих. Но это была только одна часть пиара эксперимента. Вообще, людей там заманивали со всех сторон. Команда доктора Кларка успешно привлекала черных пасторов, старейшин общин и плантаторов. Плантаторы даже организованно отправляли своих работников на обследование и позволяли врачам приезжать на поля и брать кровь на анализ. Так сказать, без отрыва от производства. Кстати, это не значит, что все они были в сговоре и знали о сути эксперимента. Например, плантаторы считали, что речь реально идет о лечении, поэтому радостно пользовались возможностью бесплатно поправить здоровье своим работникам. Ну и раз уж я заговорил про анализы, давайте расскажу вам еще один жуткий прикол. Для подтверждения сифилиса нужно сделать спинномозговую пункцию, а это вообще-то довольно болезненная процедура. Так вот, чтобы убедить пациентов ее сделать, врачи говорили, что она поможет решить все проблемы. Скажем так, с мужской силой. Это, я считаю, вообще за гранью. Вы только подумайте, врачи прямо обещали людям, у которых подозревали сифилис, каменный стояк. Разумеется, многие после этого шли проверять и заражали еще больше народу. Просто трэш. Но повторю, для самих пациентов все это выглядело как подарок богов. Бесплатно полечат, накормят, выплатят семье компенсацию. И еще обещают, что от процедур будет стоять крепче, чем монумент Вашингтона. Спасибо, уважаемый доктор. Где подписать? В общем, к лету 1933 года ученым удалось набрать две группы. Экспериментальную и контрольную. Со здоровыми людьми. Причем потом, если из здоровой группы заболевал сифилисом, его просто переводили к больным. Фантастическое нарушение научной чистоты. Но еще в процессе исследования врачи продолжали принимать новых участников. К моменту завершения эксперимента в 70-х там было 625 пациентов. А еще насчет слова «пациенты». На самом деле их никто не называл так. Когда все уже вскрылось, то доктор Джон Хеллер, который сменил Кларка на посту директора департамента венерических болезней, сформулировал отношение к участникам опытов таким образом. Их статус не требовал этических дебатов. Они были субъектами, а не пациентами. Это был клинический материал, а не больные люди. То есть больных даже за людей не считали. Что-то мне это напоминает. Еще раз напомню, что эксперимент длился 40 лет. И ни у кого из врачей ни разу не проскочило сомнение в своих действиях. Как это все работало на практике? Человек, значит, подписывал документы и поступал на обследование. Обследование длилось 6-8 месяцев, после чего обычно всем говорили, что они страшно больны, и назначали как бы лечение. И это лечение потом длилось десятилетиями. Разумеется, в реальности никакого лечения никто не получал. Обычно давали плацебо. Там витаминчики, аспирин. Но бывали и исключения. Доктор Вондерлер отдельно писал Кларку, что местные жители не настолько тупые. Если совсем не давать никаких лекарств, то они будут что-то подозревать. В ответ Кларк распорядился выдавать лекарства, но чтобы не мешать эксперименту. Подопытные иногда получали либо препараты на основе ртути и висмута, про которые уже тогда было известно, что они толком не работают, либо им кололи более эффективный сальварсан, но в минимальных дозах, что вообще-то делало результаты такого эксперимента бесполезными. Типа, вы же решили проверять, как себя ведет сифилис без лечения, а вместо этого даете пациентам лекарства. Пусть и в малых дозах, но вывод эксперимента уже на этой стадии можно было просто выкинуть в мусорку. И по сути, вы мучаете людей просто так. А еще напомню, что уже в 40-е годы широко стал применяться пенициллин, который прекрасно лечит сифилис без каких-либо проблем. А в Америке его легко можно было достать во всех больницах. То есть в целом было непонятно, зачем продолжать эксперимент, когда сифилис перестал представлять серьезную угрозу. Тем не менее, участникам опытов в Таскиге пенициллин не давали. Было запрещено даже говорить им о существовании такого лекарства. Это была осознанная политика. Вот цитата все того же Вонделера. Пациенты получали только ртуть и все еще могут считаться нелеченными в современном понимании терапии. В конце этого проекта у нас будет значительное число случаев, представляющих различные осложнения сифилиса. Наблюдая за ними в течение периода от 5 до 10 лет, можно узнать много интересных фактов о течении и осложнениях нелеченного сифилиса. Что же до самих пациентов, то нам нет до их судьбы никакого дела, пока они не начнут умирать.
То есть представьте себе, врачи говорили пациентам, что лечат тех от дурной крови, а на самом деле не оказывали никакой реальной помощи, только собирали анализы и с глубоким научным интересом, я бы даже сказал, с удовольствием смотрели за тем, как развивается болезнь. Но и результат был закономерен. Первые лет 10 эксперимента все было относительно нормально. Относительно — это когда в отчете 1936 года говорится, что Сифилис имеет тенденцию к значительному увеличению частоты проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. А потом у пациентов начинался сифилис третичной фазы, со всеми вытекающими, где слепота и безумие было еще не самым страшным. В 1955 году вышла статья, что только треть подопытных умерли непосредственно от сифилиса, а остальные от общего ослабления организма. В другом опубликованном отчете говорилось: Обзор тех, кто еще жив, показывает, что у значительного числа из них есть поздние осложнения сифилиса, которые, вероятно, приведут, по крайней мере для некоторых, к существенному вкладу в конечную причину смерти. А еще удалось выяснить, что сифилис сокращает среднюю продолжительность жизни примерно на 20%. В общем, выяснили, что сифилис ослабляет организм и убивает. Зашибись. Кстати, насчет вот этой фразы про «пока они не начнут умирать», доктор Кларк был заинтересован в том, чтобы его пациенты именно умирали. Потому что, к обычному же человеку внутрь не залезешь, а вот когда больной переходит в состояние трупа, то его можно с чистой совестью вскрывать и смотреть, как там поработал сифилис. Вот вам отчет одного из хирургов проекта. Мы уже выяснили, что нелеченный сифилис несет тяжелые последствия для всех систем организма. Но пока пациент жив, наши исследования носят преимущественно клинический характер, а клинические наблюдения не считаются окончательными в медицинском мире. Поэтому мы хотим, если возможно, довести процент подопытных до вскрытия, чтобы получить патологические подтверждения нашим выводам. Поэтому-то условием для получения тех самых $50 гробовых стало согласие родственников на вскрытие. Чернокожий доктор Юджин Дибли, директор университетской клиники Таскиги, который пользовался у черной диаспоры уважением, получил место в руководстве службы общественного здравоохранения и прибавку к зарплате. В обмен он разрешил, чтобы все умершие пациенты в обязательном порядке доставлялись в университетский морг, и там вскрывались под контролем медиков из эксперимента. При этом медицинских заключений было 2. Одно для родственников, а другое для ученых. Думаю, понятно, какие из них настоящие. Более того, Вондерлер отдельно провел переговоры с местными врачами, чтобы те под любыми предлогами отказывались от лечения участников эксперимента. Все врачи округа Мэйкон получили списки подопытных с просьбой направить их обратно, если они обратятся за медицинской помощью. Ну и разумеется, было строго-настрого запрещено говорить им, что сифилис на самом деле не прошел. Все эти медики тоже были черными. Но в 1941 году случился конфуз, если это, конечно, можно так назвать. Когда США вступили во Вторую мировую войну, то несколько человек из числа пациентов доктора Кларка были призваны в армию. Если что, в Таскиге был набран состав первой в истории США эскадрильи, состоящий полностью из чернокожих летчиков. Так вот, в военкомате, разумеется, всех призванных осмотрели нормальные врачи, обнаружили сифилис, офигели и приказали им немедленно начать лечение. Пришлось решать этот вопрос аж на уровне Пентагона. В результате бедолаг комиссовали из армии и направили на лечение в клинику доктора Кларка, где их до этого никто не лечил. Не стали и сейчас. А в начале 50-х и вовсе было установлено правило, по которому никто из пациентов Таскиги не мог получать никакой медицинской помощи по всей территории США. Их перемещение специально отслеживали. На самом деле, конечно, полного запрета лечения на стороне добиться не удалось. Даже по официальным данным, к середине 50-х до трети подопытных принимали пенициллин. Правда, нормальные дозы получали только 7,5% больных. Откуда мы это знаем? Да оттуда же, из отчетов врачей. То есть эксперимент с каждым годом становился все бессмысленнее, но прекращать его никто не собирался. Есть некоторая идиотская ирония в том, что даже из этого удалось сделать предмет исследования. Когда медики поняли, что не могут контролировать процесс настолько, чтобы лишить больных медпомощи, они начали изучать то,
какие методы самолечения существуют и насколько они эффективны. В отчете 1955 года говорилось следующее. Черные все еще с подозрением относятся к больницам и лекарствам и предпочитают случайную дозу проверенных временем трав современным препаратам. А доктор Вондерлер писал: Доступность антибиотиков не слишком помешала этому проекту. Но на самом деле это неправда. Так медицинские исследования не проводятся, но не суть. Статья об опытах в Тоскиге выходили каждый год, и ни в одной из них не поднимался моральный вопрос. Никто не думал, может, мы что-то делаем не так? Все считали, все так. Мы делаем уникальный научный эксперимент. А эти черные фермеры, они же сами согласились. В чем проблема? И все бы ничего, пока в службу здравоохранения США не пришел тот самый Питер Бакстон, эмигрант из Чехии и еврей, который в итоге и слил всю контору журналистам. Давайте сейчас об этом и поговорим. Вообще, Бакстон попал в службу здравоохранения случайно. По специальности он был вообще политолог, но пока служил в армии, получил специальность психиатра. Поэтому, когда в середине 60-х Питер увидел в газете объявление, что служба здравоохранения Сан-Франциско запускает программу по борьбе с венерическими заболеваниями и набирает сотрудников, то он с радостью подал туда документы. То, что это никак не совпадало с его основной специальностью политолога, Бакстона не смущало. Для него в этот момент главнее была другая мотивация. Работодатель предоставлял жилье и неплохие деньги на первое время. Это как если бы сейчас жителю, допустим, Томска предложили неплохую работу в Москве, да еще и оплатой квартиры. Но с Бакстоном вышла одна проблема. С одной стороны, у него были проблемы с деньгами и карьерой, а с другой было обостренное чувство справедливости. И вот такой человек попал на работу, которая как с самого начала подразумевает, что работник должен быть достаточно циничным. Поначалу Бакстон работал трекером, то есть человеком, который выслеживал больных венерическими болезнями, находил их и убеждал пройти лечение. Задания были типа такого. Так, у нас тут человек, который болен сифилисом. Вот список тех, с кем он спал в последнее время. Обойди всех и убеди быстро пройти осмотр. То есть работа никак не была связана с экспериментом в Тоскиге. Он реально занимался полезным общественным делом. Навидался Бакстон там всякого. Он рассказывал, что у некоторых его клиентов с сифилисом третьей стадии причиндалы выглядели так, будто их отгрызла собака. Понятное дело, что рано или поздно Бакстон должен был добраться до информации об эксперименте Тоскиге. Тем более, что, как я уже говорил, в научном мире этот проект не был тайной. Да, вы можете сказать: стоп, но он же в Сан-Франциско, то есть в штате Калифорния, за 1000 миль от Алабамы. Как он вообще что-то узнал? В этом-то и прикол. Всю кашу заварил человек, который о происходившем в Тоскиге знал в основном по слухам. Началось все, вы не поверите, с разговора в баре. Кто-то из коллег Бакстона рассказал, как они встретили какого-то черного из Алабамы, который считал себя здоровым, но на деле у него оказался третичный сифилис со всеми вытекающими. Бедолаги сделали укол пенициллином и отпустили. Но когда об этом узнало начальство отдела венерических болезней, то всем прилетело по шапке, потому что это оказался один из пациентов Тоскиги. Как ты не знаешь, что за Тоскиги? Это одно место в Алабаме, где набрали черных и изучают на них сифилис. Только никому ни слова. Это государственная тайна. Вот честно, если бы мне на работу коллега начал задвигать дичь, выглядящую как сюжет РЕН-ТВ, я бы просто вежливо отошел в другой конец помещения. Но Бакстон заинтересовался. Видимо, сработала магическая фраза «власти скрывают». Вообще, конечно, возникает ощущение, что Питер был человеком, скажем так, со странностями. По крайней мере, он будто зациклился на теме Тоскиги. Бакстон каким-то образом добыл информацию про еще 10 человек, сбежавших из округа Мэйкон. Потом ему как-то даже удалось добыть информацию про сам эксперимент. На самом деле, 80% информации мы знаем только с его слов. А это так себе источник, вы понимаете. Но точно известно, что Питер начал бомбардировать начальство письмами с требованиями немедленно прекратить издеваться над людьми. Он сравнивал медиков из Тоскиги с нацистами, а в одном из писем даже угрожал передать информацию черным пантерам. Этим бравым ребятам, которые защищали права чернокожих с оружием в руках.
Бакстона даже вызывали на специальное заседание по поводу эксперимента. Там медики приняли решение продолжать опыты до победного, а Бакстона посоветовали заткнуться и не лезть, куда не просят. Закончилось это тем, что он просто уволился с медицинской службы и поступил на юриста. И еще забавный момент, который хорошо раскрывает личность Бакстона. Юджит Ледера. Та самая журналистка, которой он слил информацию. Так рассказала историю их знакомства. На одной из вечеринок, значит, к ней подкатил этот парень и предложил к нему посмотреть секретные документы. Ну, просто пикап-мастер. Юджит решила, что это просто такой предлог для того, чтобы заняться чем-то куда более интересным. Но оказалось, что Бакстон дома реально достал свою большую кожаную папку и разложил документы по кровати. Впрочем, вряд ли журналистка оказалась разочарована. Ну а дальше вы знаете. В общем, как я уже сказал, само по себе расследование оказалось на редкость заурядным. Организаторы беспредела в Алабаме настолько считали себя правыми, что вся инфа о Таскиге лежала практически в открытом доступе. А когда Джин Хеллер пришла к медикам за комментариями, те даже не стали отпираться, типа ну да, есть у нас такой эксперимент, а чё такого? Итак, 25 июля 1972 года в печати появилась статья Джин Хеллер. Начиналась она такими словами. Медицинская служба США 40 лет проводила исследования, в ходе которого человеческие морские свинки, лишенные медицинского лечения, умирали от сифилиса и его побочных эффектов. Статья вышла в газете Washington Star. План был такой – дать материал в не очень крупное издание, но такое, чтобы все заметили. Тогда можно запустить волну хайпа, и другие журналы начнут перепечатывать материал. План сработал на 120%. В тот же день статью перепечатал New York Times, а дальше она пошла по цепочке по всем крупным СМИ Америки. И тут нужно отметить еще один момент, благодаря которому ужасы экспериментов Таскиги стали настолько популярны. В то время президентом США был республиканец Ричард Никсон, а большинство крупных газет, которые опубликовали материал про Таскиги, были за демократов. Поэтому для них пнуть государство в такой ситуации милое дело. Сама Демократическая партия тоже решила оседлать скандал. Сенатор Уильям Проксмайер сразу же дал журналистам комментарий, где назвал программу в Таскиге аморальной и заявил, что будет требовать ее закрытия. Ну-ну. Забавно, что Проксмайер сидел в Сенате с 50-х и входил там в комитет по ассигнованиям, то есть практически наверняка знал, куда и на что идут деньги из бюджета, включая Таскиги. Но так уж работает демократия. Бывают моменты, когда политикам становится выгодно возглавить народный гнев ради борьбы за власть. В общем, история понеслась. Причем понеслась это слабо сказано. История Таскиги не сходила с полос американских изданий несколько лет. Хайп настолько вышел из-под контроля, что автор расследования Джин Хеллер вынуждена была уволиться и переехать в другой город. Настолько ее задолбали, требуя все новых и новых комментариев. Все случилось в 70-е, в эпоху борьбы чернокожего населения за свои права. Плюс к этому буквально в том же году случился Уотергейтский скандал. То есть президент Никсон уже как бы показал себя человеком с диктаторскими замашками. И я не говорю, что так было в реальности. Я говорю, как это выглядело для многих американцев. В таких условиях правительство не могло себе позволить продолжать поддерживать эксперименты, пахнущие фашизмом. Для республиканской администрации это означало бы закопать себя еще глубже, поэтому власти решили ответить сразу и быстро. При медицинской службе была организована комиссия по изучению ситуации в Таскиге. Итогом ее работы стало заключение, что весь эксперимент был неэтичным и непрофессиональным и должен быть немедленно остановлен. И в ноябре 1972 года все исследования сифилиса в Таскиге действительно прекратили. На следующий год состоялся суд. Подопытные требовали от государства компенсации, причем представлял их в суде Фрейд Грей, легендарная для США личность, соратник Мартина Лютера Кинга и адвокат в, наверное, половине процессов над черными активистами. Опять же, из-за громкости дела максимум, что в данной ситуации смогло сделать правительство, это не доводить ситуацию до приговора и заключить с пострадавшими мировое соглашение. Правительство выплатило компенсации пострадавшим, и довольно солидные – $10 миллионов на 625 человек. А в 1974 году в Америке приняли закон, который официально запрещал такие эксперименты, как в Таскиге, и вводил принцип информированного согласия. То есть теперь на уровне законодательном
постановили, что все участники подобных опытов должны полностью понимать, что и зачем с ними делают, и какие у всего этого могут быть последствия. У этой истории было и еще одно последствие, которое вполне себе ощущается и в наше время. Во время эпидемии коронавируса в США была проблема, что чернокожее население наотрез отказывалось вакцинироваться. Поэтому количество заболевших и погибших среди чернокожих было больше, чем среди белых. А в округах Черного пояса на юге США ситуация вообще была катастрофической. Так вот, оказывается, пандемия ковида не первый случай, когда черные массово отказывались от прививок. И одной из причин такого поведения называют синдром Тоскиги. То есть простые, не особо образованные черные рассуждали так. Однажды государство нас уже кинуло и использовало как морских свинок. Где гарантии, что вакцина от ковида не такое же опасное для здоровья кидалово? Тоскиги подорвал веру значительной части черного населения Америки в так называемую белую науку. Причем вина здесь лежит не только на белых ученых, но и на лидерах черной общины, которые вместо того, чтобы требовать равного с белыми медицинского обслуживания, стали продвигать идею враждебности всей медицины в целом. В результате проблемы начались уже во время эпидемии СПИДа, когда черные не верили белым врачам. С другой стороны, их сложно винить. Несмотря на все запреты, Тоскиги оказался не единственным подобным экспериментом в истории США. А благодаря свободным, ну или, по крайней мере, негосударственным СМИ, подобные эпизоды регулярно всплывают. И, похоже, тема того, что мы для правительства только подопытные кролики, будет актуальна еще очень долго. Всего хорошего.